Всем привет! Вы на канале PsyLife, и мы поговорим на тему ребенок-сангвиник. Описание. В нашем видео мы дадим краткую характеристику поведения ребенка-сангвиника. Расскажем, какие индивидуальные особенности стоит учитывать при его воспитании и, конечно же, как справиться с его неудержимой энергией. Поехали! Ребенок-сангвиник – это такой жизнерадостный малыш, который с раннего детства будто поцелован солнышком и заряжен его энергией на долгие годы. Еще будучи совсем маленьким, когда родители катают ребенка в коляске, сангвиник чуть ли не требует, чтобы все, что происходит вокруг, он смог увидеть собственными глазами. Ему важно, чтобы козырек коляски всегда был открыт, и чтобы ничего не могло помешать ему познавать этот интересный мир. Родители сангвиника должны быть готовы к тому, что он всегда будет чем-то новым для него интересоваться, а особенно, когда начнет ходить. И обычно это происходит гораздо раньше, чем у других детей, на 6-7 месяц жизни. Сангвиник начнет изучать все, что находится в вашем доме. Открыть мамину косметичку и посмотреть, что там такого интересненького лежит? Да не вопрос. Подойти к шкафчику и открыть дверцы? Конечно да, без этого просто никак. Он обязательно откроет все ящики и проверит содержимое в них. Чаще всего это можно заметить, когда мама отвлекается на телефонный звонок, а спустя 5 минут наблюдает картину, как стоит довольный ребенок, а вокруг него разбросаны чистые вещи. И все бы ничего, но родителям нужно будет подготовиться морально, что энергии на этого малыша им придется потратить очень много. Со временем, когда малыш подрастет и сможет свободно передвигаться сам по стадиону, наступит время небольшого отдыха для родителей. Потому что достаточно будет выйти с сангвиником на прогулку, подвести к детям его же возраста, и он с легкостью найдет с ними общий язык. Буквально пару минут, и он уже гоняет, как Шумахер на детской площадке с воплями и криками «Догоняй, чего стоишь?». Если же ребенку-сангвинику не предоставить такую возможность, как общение со сверстниками, то он будет держать в спортивной форме родителей или того, кто с ним будет гулять. Зачастую бабушкам и дедушкам очень сложно угнаться за прыткостью этого ребенка, поэтому на помощь им приходят разнообразные секции, где он будет тратить лишнюю энергию. Ему подойдут футбол, волейбол, настольный теннис, альпинизм или боевые искусства. Самое главное, чтобы у сангвиника появилась цель, к которой он будет стремительно двигаться, и тренер, которого он полюбит по-своему. Просто ему очень важны в первую очередь отношения с тренером. Что он подумает о нем, как похвалит или поругает. Тренер должен стать примером для своего ученика, на которого хочется равняться. При таком условии, даже если сангвиник устанет повторять и закреплять одно и то же движение, монотонное действие, то он не перестанет этого делать, потому-то и сможет занять лидирующие позиции в своем коллективе. Но вот если тренер не подойдет ребенку, то можно будет увидеть нежелание что-либо делать. Он вечно будет отвлекаться на самую разную ерунду, и заниматься его заставить будет практически невозможно. Он 1000 раз перебьет своего наставника, начнет отвлекать других детей, показывая им веселые рожицы, и, мягко говоря, просто сорвет занятия. Поэтому прежде чем привести ребенка на занятия, родителям рекомендуется внимательно присмотреться к тренеру. Что же касательно детского сада, то тут все просто. Сангвиник легко вливается в коллектив и сам начинает знакомиться с другими детьми. Обычно родителям достаточно просто привести ребенка в сад и познакомить с будущей воспитательницей, пока другие дети спят. Если знакомство проходит успешно, то малыша оставляют до конца дня, это буквально пару часов. А приходя за ним, родитель слышит фразу от воспитательницы, что да, все хорошо, завтра можно приходить со своими игрушками уже на целый день. Сангвиник – это такой ребенок, который не конфликтен, охотно делится своими игрушками с другими детьми, а иногда даже обменивается без ведома взрослых. И родители только дома могут обратить внимание, что спортивная машинка вдруг превратилась в огромный грузовик. И на вопрос «Где же твоя машинка?» ребенок спокойно отвечает, что он поменялся с Мишей, поэтому у Миши теперь новенький спорткар, а у него чуть потертый грузовик. Родителям главное не впадать в панику от подобных ситуаций, это нормально. Так он изучает окружающий мир и учится делиться. А его законная игрушка вернется к нему обратно только немножечко позже. Есть еще один момент, на который родителям стоит обратить особое внимание. Ребенок-сангвиник упорно добивается результата сам только при условии, что ему это легко дается, или он видит в этом глубокий интерес. И если же сложность задания высокая для него, то интерес стремительно падает.
И как только он дойдет до критической отметки, сангвиник бросит это занятие. Столкнулся со сложностью – бросил. Для того, чтобы у него не вошло это в привычку, родителям стоит помочь ребенку справиться с заданием и показать, что терпение и труд все перетрут. А способствует развитию этого навыка собирание пазлов, лепка и фехтование. И, конечно же, не забывайте поощрять сангвиника после каждой достигнутой цели. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.